Сегодняшняя тема разговора – это произношение рун. Как вы могли уже заметить, изучая руны, что каждый автор произносит руну по-своему. Некоторые авторы приводят такие моменты, когда описывают произношение рун: скандинавское произношение рун, германское произношение рун, славянское, и так далее. На самом деле такое построение диалога можно применить к любому слову из любого языка. Дело в том, что каждая вещь в этом мире на разном языке будет звучать по-разному. То есть в каком-то смысле это нам доказывает тот факт, что все эти авторы, люди, источники говорят об одном и том же, просто называют это разными именами. Единственный момент, который отличает от обычных слов название рун, это то, что у всех авторов начало звучания рун звучит одинаково. Меняется только концовка, или некоторые руны звучат слегка удлиненно, чем у каких-нибудь других. Например, руна Терс, которую также называют Турисас, либо сокращают на Тур. Как бы вы ее ни называли, она все равно имеет свой философский смысл, свой энергетический смысл, свой смысл в рунном строе и свое магическое предназначение. То есть можно называть ее по-разному, но каждый из нас в уме будет держать один и тот же смысл. В качестве примера наведу вам такую ситуацию, связанную с 4 стихиями, про которые вы все знаете: огонь, вода, воздух и земля. Давайте представим, что мы собрали группу людей, где находится около 20 национальностей, и я на каком-нибудь листке бумаги, на земле или на стене нарисовал бы символ огня, тот, который был бы понятный любому человеку. Каждый из этих людей, глядя на этот символ, понял бы, что я хочу им передать. Когда бы я попросил назвать, что я нарисовал, то в зависимости от своей национальности и от своего языка каждый человек бы назвал бы этот символ по-разному. Даже если бы я попросил этих людей рассказать мне о том, что я нарисовал, используя только жесты рук, они бы все равно бы показывали бы мне эти жесты по-разному. То, какой у кого жизненный опыт, связанный с огнем, тот так бы мне и показывал смысл огня, используя свои руки. Поэтому как бы кто бы ни называл одну из этих 4 стихий, все равно бы каждая стихия имела бы свой энергетический смысл, вне зависимости от того, как мы ее называем. Поэтому в процессе изучения вы будете слышать от каждых авторов разное название рун, но вы уже интуитивно, или правильнее сказать, ввиду своего опыта, который у вас уже есть, вы будете понимать, о какой руне они говорят. Ваше звучание и произношение рун, то, которое вы будете использовать сами для себя, придет к вам на уровне интуиции. Я вам уже говорил о том, что будьте смелее и позвольте вашей интуиции вырваться наружу. Только за счет нее вы определите для себя верное звучание. Каждому руны откроются по-разному. И название рун вы откроете для себя сами.